Монополия Google в австралийской онлайн-рекламе вредит бизнесам. Господство Google на австралийском рынке рекламы вредит издателям, рекламодателям и в конечном счете покупателям, заявил антимонопольный регулятор и призвал ввести новые правила для сдерживания техгиганта. В отчете комиссии по вопросам конкуренции и прав потребителей Австралии, изданном во вторник, говорится, что в 2020 году более 90% кликов по рекламным ссылкам в австралийской рекламной сети прошли через минимум один сервис, принадлежащий Google. Google использовал свое положение для управления рекламными сервисами таким образом, что со временем у него почти не осталось конкурентов в этой нише, заявил глава комиссии Род Симс. Такое поведение помогло Google занять и укрепить лидирующую позицию в рекламных сетях. Мы рекомендуем принять правила для урегулирования конфликта интересов, предотвращения антиконкурентных предпочтений и обеспечения конкуренции среди поставщиков рекламных технологий для их выгоды. Представитель Google не сразу прокомментировал это сообщение. В посте, вышедшем вскоре после отчета комиссии, Google заявили, что их рекламные технологии обеспечили более 15 тысяч рабочих мест в Австралии и приносят 2,45 миллиарда долларов ежегодно в бюджет страны. Комиссия сообщила, что американская компания получает пользу от огромного количества данных пользователей, собранных в поисковике, картах и через стриминговый сервис YouTube. Поэтому она должна быть более прозрачной в отношении использования этой информации для продажи рекламы. Регулятор хочет получить особые права, чтобы убрать дисбаланс доступа рекламодателей к данным пользователей, такие как право разделять данные между разными бизнес-подразделениями и делиться данными с конкурентами. Отчет стал частью более глубокой проверки комиссии онлайн-платформ, которая в начале этого года заставила Google сказать, что они могут убрать свои ключевые сервисы из страны, законы которой обязывают платить за медиаконтент, привлекающий трафик на их сайт. Google уже договорились об оплате за контент с большинством крупнейших австралийских СМИ, так же как и соцсеть Facebook, ограничившая новостную ленту в стране на неделю еще до принятия закона. Казначей Джош Фриденберг, который заказал этот отчет, сказал, что правительство примет к сведению выводы и рекомендации из отчета.